Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже оказалась самой долгой и насыщенной. В рамках этого масштабного события бренды устроили яркий и динамичный марафон презентаций коллекций стильных образов на холодный сезон. Все эти дни приглашенная публика провела словно на американских горках, закружившись в водовороте противоречивых, где-то носибельных, а в чем-то не очень, знаковых трендов и модных тенденций осень-зима 2023-2024. За спокойными ровными коллекциями Dior и Saint Laurent зрителей ждал очень декоративный Balmain. За футуристическим взлетом Off-White – перезагрузка и обновление Balenciaga. За вау-эффектами бренда Loewe – возвращение к элегантным формам Valentino. И так далее. Вплоть до всегда стабильного дома моды Chanel, который, к слову, сегодня уже не раздражает своим постоянством, а наоборот, живет размеренно, как метроном, сохраняя стиль роскоши твида и жемчуга и плавно замедляя несколько ошалелый темп модных показов. Да, Париж – это вечное напоминание о том, что есть в мире такое место, где мода будет всегда, несмотря ни на какие глобальные потрясения. И прямо сейчас, друзья, давайте наконец-то познакомимся с самыми главными трендами парижского подиума. Неклассический тренч. Отличная находка для ранней прохладной осени. Дизайнеры вовсю постарались сегодня переосмыслить базовый гардероб и по-новому взглянуть на порой забытые вещи. У Balenciaga, к примеру, представили стильные плащи-обманки в максимальной длине и с окрасом под шубы из рыси. А Сара Бёртон создала для Александра Маккуин тренчи платья с огромными орхидеями. Дрис Ван Нотен решил предложить ложный винтаж, повторив на одежде в цветочном принте рисунок с антикварных вещей, либо просто испачкал зону талии золотой краской, сделав главный акцент на скульптурном женственном силуэте. Но если вы не готовы к столь кардинальным решениям, то можно выбрать что-то из небазовых оттенков. Эффектно будет смотреться тренч в винном, фиолетовом, бутылочно-зеленом, бирюзово-синем или мягком пудрово-розовом. Тотальный деним. Тренд проявил себя еще в весенних коллекциях и явно остается с нами на осень. Казалось бы, джинсовой одеждой уже никого не удивить, но мэтры фэшн-индустрии очень старались. По итогу на подиуме в Париже появилось немало интересных и ярких вещей из денима, где дизайнеры отдают предпочтение не только проверенным временем фасонам, но и смело играют в модный конструктор. Отдельное спасибо Изабель Маран за джинсовые комбинезоны. Свободные, комфортные, стильные. В одном из таких можно и на прогулку с ребенком, и в бар с подругами. А если не строгий дресс-код, то и на работу, не сильно заморачиваясь по поводу аксессуаров. Вещь и без того самодостаточная. Следующий главный и неизменный фаворит модных показов – одежда из кожи. В тренде как монохромные луки, так и комбинация кожаных изделий разных по цвету. К тому же репертуар французских домов моды больше не ограничен стандартными куртками-косухами, жакетами, пальто. Из кожи на холодный сезон были представлены и рубашки, и брюки, а также топы, юбки и платья. Так что у нас с вами, друзья, в составлении стильного образа появилось куда больше простора для творчества. В почете у брендов по-прежнему остаются натуральные фактуры. Но не меньше внимания уделено искусственной эко-версии. И никаких ограничений по цветовой палитре. Вдохновение черпаем у Chloé, Hermès, Miu Miu, Saint Laurent, Stella McCartney. Властный маскулинный стиль или тренд на широкие плечи. Этот модный прием дизайнеры поддержали почти единогласно. Энтони Ваккарелло, например, акцентные плечи давно сделал главной деталью стильных нарядов. С помощью объемного верха легко выстроить женский силуэт перевернутый треугольник, где в качестве низа рекомендуется юбка-карандаш с разрезом и длиной до колена, либо трикотажные леггинсы. Обычно массивные формы приходят в моду, когда бремя времени становится совсем уж каким-то тяжелым, и чтобы удержать эту ношу, наших хрупких женских плеч совсем не хватает. Так было в 80-х, в нулевых, и вот опять тренд вернулся на подиум. Галстуки как офисный дресс-код и не только.
В актуальности тренда на данный аксессуар нас настойчиво убеждает модный дом Valentino. Правда, креативный директор бренда Пьер Паоло Пичоли напрочь выбросил из коллекции весь возможный официоз. В женских образах исконно мужская деталь гардероба заиграла новыми красками. Не в плане цвета, конечно, а во всевозможных сочетаниях. Галстуки также появились на показе Dior, Hermes, Valentino, Alexander McQueen. И если комбинация с рубашкой нам с вами, друзья, абсолютно знакома, то в окружении гламурных перьев, пайеток или в дуэте с платьем, с романтической блузкой с рюшами, кружевом, цветочной аппликацией и особенно с прозрачной белой горошек смотрится круто. Образ леди лайк. Далеко не всегда наша сила проявляется в маскулинных силуэтах и мужских аксессуарах. Оставаться уверенной и независимой очень легко, даже продолжая следовать максимально женственному стилю. Особенно, если отнестись к нему с иронией. Например, по образцу и подобию модели с показа Miu Miu. Не бояться заправлять кардиган в торчащие над юбкой капроновой колготки или носить изящные туфли с носочками, как предлагает Мария Грация Кюри в линейке Dior. Замечательное модное направление с отголоском эпохи 50-х-60-х. Никаких объемных худи и спортивных штанов. Только ловкий баланс между элегантной классикой, легким бунтарством, сексуальностью и практичностью. Стиль Total Black. На основе Парижской недели моды можно, наверное, написать целое учебное пособие о том, как создавать эффектные ансамбли, используя только черный цвет. Да, в последнее время мы все чаще говорим о цветотерапии и красочных оттенках в повседневном гардеробе. Но по факту, особенно в холодном сезоне, в лидирующих трендах неизменно присутствует образ в тотальном черном. И надеяться на обратное бесполезно, ведь о классике жанра не спорят. Правда, в новых коллекциях уже замечена положительная динамика. Дизайнеры сегодня рекомендуют включить в темный ансамбль яркие акцентные аксессуары, на которых, пожалуй, стоит остановиться немного подробнее. Модная сумка. По этой части наметилось два основных направления в осенне-зимнем сезоне. Первое – обновленная классика, работа дизайнеров с уже привычными, устоявшимися формами, фактурами, цветами. Второе – смелые эксперименты, где многие стали для нас полной неожиданностью. Так, например, у Loewe показали и понятные огромные шоперы, и оригинальные сжатые хоба, и плетеные сумки Ури, вполне способные отобрать славу у Bottega Veneta. Hermes разбавил свой пантеон культовых аксессуаров с помощью сумки-ведерка. В линейке Givenchy запомнились модели в футуристичном кислотном цвете, а под маркой Dior – женственное ретро с короткой ручкой. Лаконичные аксессуары Miu Miu прекрасно балансируют на грани между классикой и новаторством. Обязательно берем на заметку манеру носить дамскую сумочку на сгибе локтя. Так когда-то делали манекенщицы на салонных показах 50-х. Пару слов скажу о модной обуви. Французские бренды сегодня вновь вернулись к проверенной временем классике. Высоким шпилькам, классическим лодочкам, удобным ботинкам на широкой подошве, сапогам на устойчивом каблуке. Но было и несколько ярких, интересных моментов. У Lanvin предложили слегка мультяшные туфли, покрытые металлическим декором, а дом моды Loewe представил обувь с огромным широченным голенищем в форме приспущенных кожаных брюк. И еще лодочки на розовом пластиковом каблуке, усыпанные разноцветными конфетти. Miuccia Prada сделала ставку на несколько подзабытые мюли с открытым мысом. А Надеж Ванецибульски все внимание направила на высокие замшевые сапоги, привлекая внимание клиентов большим разнообразием по оттенкам. Как я вам уже обещала, друзья, более подробный разбор трендов в аксессуарах на осенне-зимний сезон я обязательно сделаю в одном из следующих видео. Также мы еще не раз поговорим на тему общих трендов и модных тенденций. Всем моим зрителям большое спасибо за подписку на мой канал, за ваши подсказки, советы, комментарии. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк и активировать колокольчик. Всем красоты, позитива, хорошего дня и только яркого, солнечного настроения!